Всем привет! И сегодняшнее видео без лишних слов подарит тебе популярное наращивание ногтей с помощью стекловолокна. Само стекловолокно или стеклонить формируется из стекла, и в таком виде стекло не бьется и не ломается, оно хорошо гнется и показывает отличные прочные свойства без разрушений. Данный вид наращивания быстро взорвало интернет-сети благодаря своей необычной структуре. Эти нити похожи на волосы. Для начала по стандартной процедуре подготавливаем ноготок к наращиванию. Выравниваем и зашлифовываем свободный край ногтя. Также с помощью мягкой пилочки зашлифовываем ногтевую пластину вдоль боковых валиков, вдоль кутикулы и вдоль роста ногтя. С помощью дегидрата или спирта обезжириваем ногтевую пластину. При наращивании желательно использовать кислотный праймер, поэтому тонким слоем, не заходя на кожу, покрываем ноготок кислотным праймером. После высыхания ноготок снова становится матовым. Затем смотрим на сами нити стекловолокна. Я заказала в такой упаковке, здесь их 20 штук, они длинные. Каждую пластину можно разделить на несколько раз. Как видно, эта пластина состоит из тонких нитей стекловолокна. Для того, чтобы начать наращивание стекловолокном, нам нужно подогнать данную нить по ширине ноготка, расчесать нити. Для этого я буду использовать силиконовую кисть. Все материалы, использованные в видео, я укажу в ссылках в описании под видео. Придерживаем край стекловолокна. Плавными движениями разглаживаем наше стекловолокно. При этом оно становится плоским и нити выравниваются. Тем самым мы сбиваем в один рядок все ниточки стекловолокна, подгоняя под ширину ноготка. Также щеточкой для бровей и ресниц или старой зубной щеткой можете расчесать ленту стекловолокна. Это поможет подробнее разровнять все волокна на данной ленте. Если у вас нет силиконовой кисти, вы можете взять обычную кисть или ручку и боковой частью кисти можете разровнять все волокна, тем самым выровняя их. Разравнивая волокна, не перестарайтесь с силой нажатия, чтобы волокна не порвались. Данные волокна продаются в разных размерах, бывают длинные ленты. Для того, чтобы укоротить ленту, вы можете поделить ее на небольшие отрезочки. Для этого просто возьмите базу и тонкой полоской базы разделите вашу ленту на фрагменты. Базой хорошо покрывайте в боковых частях, чтобы после сушки волокна не распались. И поделенное на фрагменты стекловолокно отправляем сушиться в лампу. После этого можете сразу нарезать стекловолокно, либо оставить на ленте и обрезать при надобности. Теперь подготовленный ноготок втирающими движениями мы покрываем базой. Весь ноготок покрываем тонким слоем базы. Аккуратно проходитесь возле боковых валиков и кутикулы, чтобы гель ни в коем случае не затекал на кожу. После покрытия всего ноготка добавьте небольшую капельку базы на свободную часть ногтя. Это мы делаем для того, чтобы наше стекловолокно слегка утонуло в базе. Затем уже выровненное стекловолокно прикладываем к ноготку. Прикладываем до центра, можно даже сдвинуть немножко ниже. Главное, чтобы крайние уголки стекловолокна заходили немножко выше, чем зона роста ногтя. Теперь той же силиконовой кисточкой или апельсиновой палочкой притаптываем стекловолокно к ноготку. Также разравниваем по всей ширине ногтя. Смотрим, чтобы стекловолокно хорошо утонуло в базе, и очень хорошо притаптываем к ноготку в области свободного края ногтя. Если в центре ногтя стекловолокно приподнимается, не переживайте. Главное, чтобы стекловолокно хорошо утонуло на кончике ногтя. После того, как мы распределили стекловолокно по всей ширине ногтя, мы берем базу и капаем среднюю капельку базы на часть ногтя, где уже есть стекловолокно. Тем самым мы пропитываем стекловолокно и убираем воздух. Кисточкой аккуратненько вотрите базу в ноготь между нитями стекловолокна. Хорошо покрывайте на кончике ногтя. И контрольная проверка. Обязательно проверяем, чтобы стекловолокно полностью покрывало боковые оси ногтя, чтобы в будущем ноготь не сломался. Проверяем с одной и с другой стороны. После этого подсушиваем ноготок в лампе. В LED или гибрид лампе хватит 20 секунд. После этого я беру обратный пинцет. Это пинцет для зажатия арки. И зажимаем ноготок в месте, где у нас есть база и стекловолокно. В частности, у зоны роста ногтя. Слегка поджав, отправляем досушиваться в лампу. Затем обрезаем ненужный край. Этот кусочек можно будет использовать при следующем наращивании. Теперь нокожницами или щипчиками я сразу корректирую форму. Форма будет овал, поэтому я срезаю ненужные уголки, чтобы избежать лишнего опила. Получился уже необычный интересный ноготок. Если длина была бы больше, из этих волокон можно плести косы.
Если быть честной, то очень необычное ощущение с волосами на ногтях. Их можно расчесывать и поглаживать. Теперь тонким слоем базы мы покрываем свободную часть ногтя, часть мягкого стекловолокна. Хорошо проходитесь в зоне вроста ногтя, чтобы по бокам все нити стекловолокна были покрыты базой. Затем поворачиваем ноготок и покрываем базой стекловолокном из-под низу. Также хорошо проходитесь по бокам и в торце ногтя. Слой базы должен быть тонким. Затем отправляем подсушиться в лампу. Снова же берем обратный пинцет. Мы слегка подсушили ноготок, видим, что база застыла, но ноготь еще эластичный. Поджимаем и держим ноготь в таком состоянии столько, сколько он подсыхал в лампе. То есть после просушки в LED или гибрид лампе зажимаем ноготок 20 секунд. Это для того, чтобы ноготь не разогнулся и держал такую форму. Затем отправляем досушиваться в лампу. После просушки мы снимаем липкость. Желательно использовать безворсовые салфетки, ведь в этой части ноготка салфетка может цепляться и оставлять нити. Хорошо вытираем липкость сверху и под ноготком. Теперь переходим к опилу. Сначала убираем длину и начинаем корректировать и придавать форму ногтя, двигаясь от центра к зоне вроста ногтя с одной стороны и с другой. Доходя до зоны вроста ногтя, останавливаем пилочку, чтобы не перепилить эту область. Затем в уголках сглаживаем переход, проверяем ровность ногтя, приставляя пилочку ребром к ноготку. Смотрим, в какой зоне еще нужно допилить. Затем зашлифовываем часть ногтя, где начиналось стекловолокно, то есть по центру ноготка. Только убираем этот переход. После опила весь ноготок покрывают тонким слоем геля. Можете использовать базу для выравнивания ногтей, либо другой моделирующий гель. Я использую густую базу. Сначала покрываем тонким слоем весь ноготок, затем объемную каплю базы капаю у кутикулы и кисточкой стягиваю волосок геля к кончику ногтя. Тем же волоском распределяю гель по всей поверхности ноготка. Переворачиваем пальчик вверх дном. Кисточкой помогаю распределиться капельке, формирую красивую форму ногтя. После этого отправляем сушиться в лампу. После просушки уже видно готовый ноготь. Бликом проверяем ровность ногтя. Если по всему ноготку идет ровный блик, то ноготь ровный и готов к цветному покрытию. Снимаю липкость. Беру гель-лак фирмы Elvings номер 12, это яркий розовый цвет, и покрываю гель-лаком всю поверхность ноготка. Уголком кисти аккуратненько проходимся около кутикулы и боковых валиков. Прокрашиваем весь ноготок, затем берем тонкую кисть, отодвигаем кутикулу и сухой кисточкой прокрашиваем ноготок около кутикулы, в местах, где тяжело добраться широкой кисти. Ноготь мы покрыли матовым топом и также высушили. Готовый ноготь наращенный с помощью стекловолокна. Такой вид наращивания имеет сверхпрочность, так как само стекловолокно уже давно используется на производстве в качестве конструкционных и отделочных материалов и показало себя в качестве прочности с очень хорошей стороны. Вначале я отнеслась скептически к данному виду наращивания, но использовав при наращивании стекловолокно, поняла, что это один из любимых методов. Ведь я смогла нарастить на себе все 10 ноготков всего за 1,5 часа. В итоге это удобный, скоростной и сверхпрочный способ наращивания. Также он очень необычный. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, а главное, поставь колокольчик сверху в углу экрана, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. Не переключайся. Впереди еще много интересного. Пока-пока.